Добрый день, мои дорогие зрительницы. Смотрите, в каком красивом месте я сегодня. Сегодня Пасха, поздравляю вас от души всех. С Пасхой, Христос воскрес. Итак, на прошлом занятии я вам объяснила, как делается клеевая на пиджаке, брюках, как собирается пиджачно-брючный комплект. А сегодня я вам объясню, как шьется, все вместе как шьется. Знаете, детали. Открытие на пиджаке у рукава, шлица сзади и обработка мелких деталей, пуговицы, петли, все детали будут на третьем уроке. Итак, приступаем. Посмотрите, как я буду делать. Я вот так вот подгибаю на 4 сантиметра. Подгибаю ровненько. И я должна заутюжить эту часть. Возможно, надо подогнуть побольше. Да, надо подогнуть чуть побольше, прямо до клеевой. Подгибаем до клеевой и меряем, чтобы два рукава у нас были одинаковые. Я вот этот уже рукав пришила внутрь. Здесь у меня еще будет 1 сантиметр припуск на швы, поэтому 1 сантиметра мне не хватает. Я немножко отпускаю рукав. Я их должна была делать вместе, но я один оставила, чтобы показать вам. Поэтому сейчас вот делать задним числом. Дальше мы распускаем вот эту часть. И открываем эту шлицу, как бы, понимаете? Потому что обработка идет как у шлицы. На моем канале есть обработка шлица уже. Ну, я вам сейчас еще раз объясню на этой мелкой детали. Срезаем. Открыли. Вот смотрите. Самое важное, чтобы они у нас заканчивались одинаково. Поэтому надо хорошенько проутюжить. Это я сделаю потом. Потом вот так вот выворачиваете. Вот надо посмотреть направление этой самой шлицы. Она идет в сторону центра рукава. Вы вот так вот открываете вот эту сторону, которая больше к центру идет, да? Нам надо сделать вот такой вот срез. Вот такой вот срез мы сейчас будем делать. Вот такой. Каким образом? Смотрите. Вот здесь, где пересекаются эти две линии, вы ставите на одной верхней части булавку и на нижней части булавку. Смотрите. Открываете. Так делаются все шлицы. Это самый простой и качественный метод. Открываете. Берете линейку и карандаш. И вот так вот через центр, видите, вот центр, булавка, булавка. Вы прочерчиваете. Далее вы срезаете плюс 1 сантиметр на шов. По центру, вот здесь у нас центр, вот так вот вместе складываете. Закалываете и прошиваете. Вот так вот прошиваете, прямо в центр у вас здесь будет приходить. По итогу у вас получится вот такой уголок. Вот этот уголок получится. Другой уголок вы делаете
Время от времени я покупаю журналы просто для того, чтобы посмотреть, что советуют модницам для пошива. И всегда вижу очень значительное демоде, которое меня расстраивает, нет стиля. Здесь же вы увидите прямо с дефиле вещи, совершенно модные, в тенденциях must-have, и выкройки для них. То есть это палочка-выручалочка для любой любящей шить девушки, женщины. Так что переходите по ссылке, скачивайте и шейте со мной вместе вот такой великолепный комплект. Простым образом. То есть между собой просто вот здесь надо заколоть и образовать такой квадратик. Вот видите, чистый квадратик. Он нам по-другому и не получится, потому что у нас и ткани для уголка не хватает, чтобы образовать вот такой уголок. У нас нет вот этой ткани. Поэтому просто квадратик делаете. И здесь уже будут пуговицы. Вот этот будет отгибаться уголок. Я надеюсь, вы поняли. Потому что когда я уголочек, который обстригла, я его вот здесь прошью, выверну. Смотрите. Он у меня будет уголком. Вот, видите? Вот так. Все остальное подгибается и делается строчка. Делается так вот строчка по всему рукаву. Видите? Вот она, строчка идет и приходит сюда. Здесь будут пуговки. После этого вы вставляете рукав. Сейчас объясню, как вставлять рукав. Так вот кладете. Это вперед, да, более вырезанное. В области оката это вперед. Более большое это спинка. Нашли вперед и вперед изделия и состыковываем их. Каким образом? Центр к центру по низу должны сколоть. И центр с центром по верху. Дальше скалываем вот так вот. Один в один снизу до определенного вот типа 10 сантиметров, до первой насечки, до шва. Один в один. Идем. То есть не припосаживаем никакую деталь по отношению никакой. А дальше у нас начинается припосадка. Чтобы сделать хорошую припосадку, выверните вот так вот рукав, чтобы сделать качественную припосадку. Таким образом. Выверните и в месте, где они стыкуются, сколите. Все. Теперь я даю изнутри строчку. То есть всегда шьем рукав изнутри. Вот отсюда. Это надо для того, чтобы следить за качественной припосадкой и руками, пальцами эту припосадку убирать. Ну, чтобы не было защипов. Чтобы у вас чистый был рукав, видите, без защипов. Просто вот эта часть, она немножко круглая за счет посадки. Приглашаю вас в мою онлайн-школу bestcouture.online, где вы изучите итальянский крой, то, чему меня научили в лучшей школе итальянской моды, Полимода во Флоренции. Все я вам передам, всю схему, как создается одежда, потому что одежда начинается с хорошей посадки, с хорошего кроя. Ну а тем, кто не хочет изучать, им кажется, может быть, сложно, или они не предрасположены сами кроить, я вас приглашаю приобретать журналы, лучшие журналы итальянские, карта модели. После этого мы переходим к бортам. То есть я сейчас наметываю, а потом я буду шить. Лицо к лицу складываем. Вот. Значит, кладем борт и закалываем тоже. Но предварительно я подготовила воротник. Я вам сказала, что воротник мы утюжим так, чтобы у нас был рулик, а сверху я дала 2 строчки. Воротник будем вставлять внутрь.
сначала борт закалываем. С другой стороны то же самое. Но я вам расскажу насчет воротника. Воротник. Смотрите, у него есть центр. Вот так вот складываем и отмечаем центр маленьким надрезом, отсечкой. Кладем изнанку воротника к лицу изделия. Центр спинки с центром спинки совмещаем. А, да, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Накалываем по горловине и переходим вот сюда, к горловине переда. То есть по спинке накололи. Теперь нам нужно перед наколоть. Так. Дальше закрываем вот этим бортом сверху. То есть лучше сначала весь воротник пришить, но я вам покажу. Вот сначала пришиваете вот этот воротник и контролируйте, чтобы расстояние было одинаковое здесь и слева и справа. Расстояние второго воротничка, вот это расстояние, контролируйте. А потом закрываете бортом, уже сделали строчку, закрываете бортом и даете еще одну строчку. Когда приходит в область плеча борт, либо вы просто делаете здесь оверлок, либо вот так вот подгибаете и пришиваете невидимой строчкой. Когда выворачиваете, у вас встречается вот здесь вот плечо, оно должно быть чистым. Вы просто можете изнутри подшить, а можете невидимой строчкой подшить, ну, чтобы чистый срез был на плече, когда встречается борт и плечо изделия. Еще один момент. Вот этот срез сам у воротника, его вы можете сделать руликом из этой же ткани, то есть руликом, вот небольшое расстояние, либо оверлоком. Но я сделаю руликом, это будет более красиво. Я закрою этот шов, то есть после того, как я пришила воротник к горловине, я сделаю рулик вот на такое расстояние по этой части, а потом уже буду борт с двух сторон пришивать. И таким образом вы сделали борт. Дальше вы обрабатываете низ изделия, ну, примерив, конечно, посмотрев, если все нормально с низом, оверлоком. И здесь можете сделать тем же самым уголком, как я вам уже объяснила, вот так вот закрыть уголком, как я вам объяснила на рукаве. Вот такое можно сделать открытие, чтобы было чистенько с двух сторон, потому что все шлицы одинаково обрабатываются здесь и здесь. Подвернули, и, собственно, ваш пиджак практически готов, не хватает только петель и пуговиц. Выворачиваете, делаете отделочную строчку, вот такую отделочную строчку, делаете по всему борту и по низу изделия. И переходим к брюкам. Брюки вы уже видели, как они делаются на прошлом моем занятии, очень подробный курс, все карманы, все это было показано, замок тоже показан, замок я еще не сделала. Брюки ставится пояс уже на готовое практически изделие, и поскольку я хочу внизу сделать отворот у бридж, то я сделаю оверлок по низу
А могу не делать оверлок. Скорее всего, я на утюге просто подверну 1 сантиметр, потом подверну 10 сантиметров, прошью эти 10 сантиметров и отверну, сделаю отворот вот так на 5 сантиметров. У меня будет отворот внизу брюк. Можно сделать чистый срез внизу. Я это еще посмотрю на примерке. Вот мы почти заканчиваем изделие. И скоро вы увидите его на мне. Сейчас я вам расскажу, что мы будем делать, чтобы пришить пуговицы и сделать петли. Вот я наметила расстояние между петлями. Теперь я измеряю пуговицу, которую я выбрала для этого пиджака. И пуговица у меня 1,6. 1 сантиметр 6 миллиметров. Смотрите, я отступаю 2 сантиметра, ставлю точку и следующую точку ставлю на 2 сантиметра. Эта линия должна быть перпендикулярна середине переда. То же самое я делаю здесь. 2 сантиметра и 2 сантиметра. Почему моя петля будет 2 сантиметра? Потому что должно быть расстояние, чтобы пуговица вошла. Она достаточно выпуклая, и чтобы ей было место. Смотрите, можно проложить нитку другого цвета, вот так, ниткой отметить и шить по нитке. Но я буду шить без нитки, буду следить за направлением нитки перпендикулярной долевой. Вот так у нас долевая проходит, а вот так перпендикулярной. Здесь видно, как она идет. И когда я буду шить ровно вот по направлению нитки перпендикулярной долевой. Теперь переходим к машинке. Это всегда одинаково у всех машинок. Вот это петля, то есть обработка петли с одной стороны. Это центр. Видите, вот так вот идет нитка слева направо. А это идет нитка, иголка назад. И шов делается назад. Можно делать так. Сначала начинаете с этой операции, потом делаете закрепку, и потом возвращаетесь назад и переставляете на закрепку. А можно делать второй вариант. Идете вперед, делаете закрепку, переворачиваете ткань и идете опять вперед, перевернув ткань, и делаете закрепку. Обязательно выставить вот на эту 0,1, чтобы зигзаг был. То есть проверьте сначала, правильно ли вы выставили. Да, вот сейчас правильно. И начинаем шить. Вот она шьет строчкой, а я иду прямо. Я слежу, чтобы у меня прямо была строчка. Вот я дошла до точки. Ставлю на закрепку и смещаю в сторону, переворачиваю изделие, поднимаю иголку и смотрю, чтобы иголка не ушла в бок. Я пододвигаю немножко ткань, чтобы иголка ушла в точку закрепки. И начинаю по прямой, выставляю здесь опять на ту же самую операцию и по прямой начинаю шить. Так, чтобы не зайти на предыдущий шов. Вот это вот вам надо хорошенечко просмотреть. Потом выставляю, поднимаю иголку и выставляю на закрепку. Теперь вытаскиваю. Смотрите, какая у нас получилась петля. Вот такая вот чистая петля. Берем ниточки, обрезаем их, берем иглу, продеваем туда нитку
вводим нитку внутрь. Смотрите, делаем какой узелок. Так. Вот так вот все ниточки возьмите вместе и узелком, опираясь на стол и ногтем зажимая петлю, сделайте узелок очень близко к самой ткани. Так вот. Видите? Близко, чтобы прямо незаметно было. И обрежьте. Все, двойной узелок обрезали. Теперь возьмите вот распарыватель, сделайте дырочку, будьте осторожны, не повредите шов. И притворите. С другой стороны. Все лишние нитки уберите. Вот так вот прямо размахрите и нитки срежьте. Все. Теперь у нас чистая петля. Теперь надо поставить пуговицу, проверить сначала, хорошо ли она проходит. Да, пуговица проходит отлично. Все, петля сделана хорошо. Сейчас я вам покажу, как пришить пуговицы. Чтобы пришить пуговицы, вденьте двойную нитку. Не однойную, а как бы здесь двойную, даже в 4 раза. Нитку в 4 раза, можно в 6 раз, в 8 раз. То есть чем больше, тем лучше, если это нитки, если это пуговицы для пальто, например. Ну, для пиджака можно поменьше сделать, 4 нитки. Отрезаем узелок, очень чистый узелок, это важно. Вот, складывая друг с другом, вот так. Видите? И отмечаем. Ближе к борту ставим точку, то есть не посерединке, а ближе к борту, вот здесь вот, ближе к концу. Ставим точку. Открываем, у нас появились точки, где мы будем пришивать пуговицы. Чтобы с этой стороны у нас было чисто, мы начинаем шить с лица, вот отсюда. И узелок у нас с лица, потому что его не будет видно. Он у вас чистый, и его видно не будет. Вот так вот заходим в пуговицу. Соблюдайте одну и ту же точку. Куда втыкаете первый раз, туда второй и третий. Все время повторяете этот рисунок. Вот так. Чтобы когда у вас открывался пиджак, у вас все было чисто. Вот, видите, какой? Это изнанка, а это лицо. И немножко замотайте. Так. Замотайте нитку вокруг и сделайте здесь узелок. Чистый. Смотрите внимательно, чтобы чистый был узелок. Чтобы нитки не запутались и не было такого, что... 2 раза узелок сделали, отрезали, пришита пуговица. Идеально. Пока-пока, подписывайтесь, ставьте лайк и большой вам привет из Флоренции. Немножко вам улиц Флоренции. Мой репортаж из музея Флоренции вы можете увидеть на другом моем канале Натали Филенко.
До встречи в онлайн-школе итальянского кроя bestcouture.online.